Общий аля хуцика, хуцика, хуцулька. Это что такое? Это хороший вопрос. Мне пока нет на него ответа. Вот почему мы не готовы к детям. На то есть свои причины, если уж честно. В приличном обществе такое не слушают. Как с тяжелого рока можно перейти на шансон? Раньше я называл себя музыкальной проституткой. Так и запишем, в шапке профиля напишу. Что может быть лучше? Я может играть максимально убогий матерный рэп. Правильно ли я понимаю, что вашему коту понадобился психолог вот именно после этого? Да, смотрите до конца выпуска, расскажем в конце. Там узнаете. Гадость или сладость? Истории и музыка. Behind the Notes Halloween. Мы начинаем. Сегодня у нас в гостях Александра, которая уже меняет фамилию в процессе. Хомутовская. Я выучила. Да. И Виктор Хомутовский. Витя, насколько я понимаю, ну, не то, что сколько понимаю, насколько знаю, ты как будто бы вообще основатель блогерства в Беларуси. Вот это заход, конечно. Нет, конечно. Ну, один из первых. Либо я настолько была плохо знакома с блогерством, но я знаю, что ты очень много чего создавал. Я блогер уже пошел 9-й год, но когда я начинал, уже было очень много блогеров. Давай так, Даш, на какой платформе? Инстаграм, Ютуб. Дело в том, что молодое поколение считает, что блогерство это только Инстаграм. Но все забывают ВКонтакте с 2008 года появился. Там были паблики и свои блогеры, в том числе локальные. Оу и Пингу я помню вообще с 2012 года. Ты просто, может быть, не в курсе. Да, я же говорю, я к блогерству очень далека. Я далеко не первый, откуда такая информация. Ну, это мое мнение. Это, да, моя позиция. То есть одного из немногих, кого я знала. Проект, в котором я принял непосредственное участие, Обзорбай в создании. И из него уже вышло ряд очень классных блогеров. И мы, и там, те же Сливки Бай, они породили такой тренд, как обзорщики. А вот обзорщиков уже десятки. Так, я разобралась. Чуть-чуть, немножечко я разобралась в этой теме. Александра, видеограф, монтажер, королева видеоконтента. Мамочка-ангелочка. Ну, это рано, мы выяснили, что рано. Не, рыжего, пушистого. Пусть будет так и запишем, в шапке профиля напишу. Да, мама рыженького ангелочка, и там мою фотку можно. Мы позавчера были у кота-психолога. Между прочим. Мы вышли на вот новый уровень. Вот какие стадии идут у новоиспеченных, так сказать, брачников. Вот почему мы не готовы к детям, потому что мы еще с котом не можем справиться. Это психолог? Да. Да. Это что такое? Да, смотрите до конца выпуска, расскажем в конце. Там узнаете. Я тоже досмотрю до конца выпуска, мне тоже просто очень интересно. А у собак есть психологи? Конечно. Кинолог называется. Ну нет, с этим мы не поладили. Даже у улиток есть психологи. А у тебя? Слава богу, я не улитка. Мне повезло. Ребят, я очень хочу вас поздравить на камеру. Да, я хочу вас поздравить с вашей свадьбой. Я видела, вы ее праздновали несколько раз. Тут идут весело кадры, и с тут идут размахом. кадры из наших библиотек. Да. Мы обязательно их добавим. Я хотела узнать, а была ли какая-то песня, которая вот связана с моментом, когда Витя сделал предложение? Конечно. Она и на свадьбе, кстати, звучала. Это, наверное, тут даже можно, не раздумывая, отвечать на этот вопрос. Так, подожди, ты знаешь ответ, я посмотрю на Витю. Витя? Так я же ее ставил, когда все, тогда ладно, знаешь. В целом у нас как таковой песни какой-то совместной нету, но это, наверное, единственная вот песня какая-то традиционная, что ли, уже. Она не супер веселая, но для нас она имеет какой-то контекст такой глубокий и приятный уже. У нас есть еще одна песня. Подожди, так а что за песня-то вы не назвали? На счет 3, знаешь какая? 1, 2, 3. Гуцулька. Нет, это другая песня. Мы не на свадьбе, не под нее танцевали, если что. Первый свадебный танец. Нет, та песня — это «Мачете», «Не расставайтесь с любимыми». Знаю. Такая очень удивительно, но я даже такую песню знаю. Душещипательная история. Я вообще удивилась, почему Витя именно ее выбрал. Как он говорил, это потом случайно просто получилось, первый попавшийся тыкнул. Ну нет. Зов души. Нет, неправда. Я же тебе рассказывал. Дело в том, что клип на эту песню «Мачете» снимал с Равшаной Курковой еще в 2010 примерно году, 2012 году. У них очень душещипательный клип был, как они там дурачились. И я всегда хотел такие кадры, такие отношения. И оно не выбрано было. Само. Да. Так, а свадебное путешествие Италия. Так, давайте честно, вы учили что-нибудь на итальянском?
Пикколо. Пикколо che cos'è? Это маленький называется. Браво. Qualche altre parole? Что-нибудь еще? Чего? Я говорю на итальянском. Я сижу и пытаюсь понимать. У меня total error случился. А это хэллоуинский выпуск, да, вот. Я только видите, услышал меня как бы языки. от Wi-Fi пароля. Вот это вот. Да, Wi-Fi пароля. Но в целом весь итальянский язык сначала учится не словами, он учится вот так. Маке кози. Вот этот Да. жест, мы думали, что это прикол. Мы когда приехали на Нет. какую-то заправку, и там мужчина что-то начал очень эмоционально объяснять, и вот он сделал первое движение, и мы поняли, что мы приехали в Италию. Саша все хотел увидеть. Вот это Да, я не Вот это видела ни... Локальное вот это. Да, да. У нас шоу немножечко все-таки и про музыку, да, но как правило и вообще как идея и задумка, что мы говорим все-таки о ваших историях, которые стоят за музыкой. Поэтому такой вопрос. А что у вас по музыкальному вкусу? Схоже? Или мы сильно расходимся все-таки? Блин, ну сложный вопрос. А тут легких не будет. Сложный вопрос для меня в том, что я сама не знаю, какой у меня музыкальный вкус. В том плане, что он очень разный в зависимости от самоощущения в моменте, от Мгм. времени какого-то, этапа жизненного, потому что я поглощаю в себя всю музыку. Но, вот, допустим, сегодня мне условно нравится тяжелый рок, и там, не знаю, месяц могу его слушать. Потом я перешла на шансон, потом я слушаю рэп, потом еще что-то. Ну, как-то вот так. Просто объясни мне, как с тяжелого рока можно перейти на шансон? Ну, вот как-то можно, понимаешь? Говоришь, Алиса, переключи, и переходишь. Переходим. Ну, и как только я скажу своей Алисе, Алиса, переключи вот это на шансон, следующий ее вызов будет 103. Она скажет, Дарья, позвонить вашему психологу? А я не улитка, мы помним. Так, ведь что у тебя? Раньше я называл себя музыкальной проституткой. Проще говоря, в культурном обществе меломан. Но потом я понял, что большинство моего плейлиста — это треки 90-х, 2000-х и начала 2010-х годов. О, классика. Оксана Почепа, Акула, Краски, Демо, Вирус — вот это все мое. Безусловно, Цой, Сектор Газа, One Love. Вот тут преклоняемся, тут любим, дорожим, ценим. Хорошо, а вот, допустим, дома, вот у вас микс играет или как-то чаще у кого-то что-то вот одно прислушиваетесь? Мне кажется, Вити на треке больше играет, потому что там его Алиса подключена к его медиатеке, поэтому все-таки, наверное, Вити на треке играют. Я свои там где-нибудь могу тоже послушать, но я как будто бы иногда, сложно сказать слово «стесняюсь», но как будто бы иногда мне кажется, что моя музыка для некоторых людей бывает временами очень жесткая. То есть я могу не вкладывать в нее определенное значение, она просто играет там ради битов, к Ну, примеру. тебе нравится. Да, Мне тебе. нравится, но мне нравится определенная составляющая этой музыки. К примеру, мне может играть максимально убогий матерный рэп, да, но при этом мне оттуда нравится не слова, не текст, а именно музыкальное исполнение. За счет того, что я не могу оттуда вытянуть минус, в теории это возможно, но это очень долго. Мы просто ставим трек, и мне, например, я схватилась за мелодию, за бит, ритм, темп и так далее, и все, и мне прям понравилось. Ну, я, конечно, буду слушать. А там такие слова могут быть, что, ну, допустим, в приличном обществе такое не слушают. Ты просто не ходи в приличное общество, и все хорошо будет. Саша, Хорошо. собирайся. Подожди, да. Смотрите, сейчас немножечко тогда перейдем к правилам. Правила у нас такие. А вот здесь на пластинке у нас указано 6 категорий. 6 категорий определенных каких-то событий в вашей жизни. У нас будет звучать в студии трек. В вашей половинке нужно будет угадать, куда бы вы отнесли этот трек, какой из категорий, и желательно еще рассказать, почему. Начинаем! Погнали! Карамба! Выпускайте Кракена. Ну что, у нас первая песня звучит. Песня Саша. Мне кажется, это песня «Дружба и братство». Думай, Витя. Нет? Мне просто казалось, Саша очень любит Тимберлейка, и она когда-то рассказывала, что она ставила там то ли с Настей, с Викой, с сестрами какой-то танец под Тимберлейка, что-то еще. Нет, поэтому... я хотела выйти за него замуж. Просто. Не, подожди, ты в самом детстве она мечтала выйти замуж за Киркорова. Да, потом потом за Киркоров Тимберлейка, стал да. слишком старым и пошел Тимберлейк.
Я просто потом уточню, как менялись твои вкусы. Мой кумир, Просто мой кумир детства Газманов. Ты не хотел выйти за него замуж? Нет. Песни, с которой начинается твое утро. близко, ты в целом близок. Если не утро, тогда песни, под которую ты танцевала бы, даже если весь мир смотрит. Почему? А почему ты вот хотел бы выбрать эту категорию? Есть песни, которые на века, мне кажется, прям, которые любят все поколения, которые Мгм. универсальны. То есть ты считаешь, что песня универсальной? Да, она Да. классная. В ней практически все идеально. Согласна. Мне она тоже нравится. Замуж за Тимберлейка, конечно, я не хотела. Я хотела за одного из Backstreet Boys. А. Витя, ты угадал? Ты прав, ты молодец. И в целом твоя чуйка очень в правильном направлении. Действительно, это песня на века. Это вот такая энергичная, классная композиция. Саш, скажи, пожалуйста, я так понимаю, ну, помимо того, что замуж за Тимберлейка собиралась, ты больше про тех, кто танцует вообще, реально, пускай весь мир смотрит, или дома одна перед зеркалом, и там просто. Наверное, под настроение. Ну, опять же, танец — это крик души, что ли, или выплеснуть, когда нужно энергию свою какую-то. Она идет всегда через танец у меня. Я, в принципе, очень активная, и я иногда дома могу там скакать где-то, готовлю, скачу, утром, если есть настроение, пошла там поскакала. И дома могу, и когда кто-то есть, например, муж. Кто-то. Муж и кот. А когда я одна, скорее, это другие треки просто идут, потому что я по-другому там где-то свое какое-то женственное, что-то такое. Вот, Кошечку выгуливает. Да. На людях, в обществе где-то. Это скорее реже, потому что это скорее какие-то мероприятия должны быть, посвященные там танцам, на которые я очень редко хожу, но почему бы и да, иногда. Витя, ты любишь танцевать? Знаешь, очень вовремя был задан этот вопрос. Я уже сижу и думаю, как он, интересно, на него ответит. 5 лет своей жизни я отдал танцам. Я профессиональный танцор в прошлом. И каких танцев? Хип-хоп. Опа. Да, 5 лет жизни безвылазно просто. Команды, двойки, продакшены, формейшены. Black Fox, А-класс, привет вам. Скажите, пожалуйста, если мы соберем под этим видео хотя бы 500 лайков, покажешь? Он мне до сих пор не показывал, чтобы ты понимала. В смысле не показывает? Поэтому, ну А, вот, я вот, тоже а очень дома, когда, буду допустим, готова. Я что тоже ты очень хочу. заиграла? И Сашка такая подходит к тебе, типа, эй, класс, давай. Ну, Не, мне уже что-то неинтересно как-то вот Мгм. просто танцевать. гуцульку он танцует. Ну ладно. Гуцульку мы танцуем, да. Гуцулька — это святое. Есть что-то святое в этой жизни. Ладно, что такое гуцулька, понимаем только мы. А хотя нет, это же... Популярный трек был весной, да. Да. Хоп, шияля, хуцика, хуцулька. Там, где берут Кота и вот так вот, или собаку. да. Там лапки котика. Вставьте вот прямо здесь где-нибудь. Да. да. Они Если это мое кружатся. лицо, которое вообще не понимает, что происходит. И мы вот так берем или кота, или вдвоем, и Танцуем. я пою вот эти слова, которые сейчас сказал, и вот так вот кружимся. Правильно ли я понимаю, что вашему коту понадобился психолог вот именно после этого? Да? Похоже. Хорош, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, в этой песне представим, что она зазвучала, к примеру, вот вы идете гуляете по улице, да, и где-то вот там заиграла эта песня. Сможешь пританцевать? Конечно. Да? Да, вообще без проблем. Я считаю, творчество Тимберлейка для меня это не только там про какую-то смазливое личико. В целом человек классный и импонирует мне его стиль исполнения, музыка. Ну, что есть, то есть. Слушай, мировая слава, которую он имеет, и поклонники, фанаты, которые реально не за смазливую внешность его любят, а реально за его творчество. Ну, я считаю, это хороший показатель. И сколько лет он уже? Он практически идеальный артист. Дело в том, что помимо того, что он попал в нужное время, в нужное место, к нужному продюсеру, он еще и, как любой западный артист, очень трудолюбивый, плюс он прекрасно двигается. У него неплохая фильмография как актер, плюс он, насколько я помню, не был замешан ни в одних скандалах. Что может быть лучше? У меня знакомая была в Варшаве на концерте Тимберлейка. О, И просто у нее телеграм-канал, и она просто туда все скидывала. Клянусь, я весь вечер смотрела. Бешеная энергия. Выкидывала она, а течешь ты, да? Ну, как сказать, теку. Мне в целом нравится энергия концертов. Я считаю, что то, что делают западные артисты,
к этому стоит стремиться, чтобы просто вот эта многотысячная толпа жила вот этим одним ритмом, одним битом, там чуть ли не сердце в унисон. Но внешность Тимберлейка мне вообще не заходит. Вкусы, знаете ли, штука такая. На вкус и цвет есть Астон Мартин, да. И Астон Мартин мне не нравится. Отлично, мы врубаем следующий трек. Вы меняетесь. Теперь по очереди. Теперь будет Саша угадывать твой трек. Интересно, да. Интересно. 8 качался и себя он штангой придавил. 7 от старости скончался 83. 6 повесился. Я тебе ставил этот трек буквально позавчера. Ты такая, мне не понравился что-то. Сейчас у меня немножко этот мыслительный процесс очень долгий, я как утка ко мне Накинь на на вентилятор. третьи сутки. Хорошо, тебе не понравилась эта песня, правильно? Она странноватая для меня. Так, тогда идем. Смотри, как ты думаешь, это может быть песней дружбы? Мне кажется, это guilty pleasure. Ну, жена. Да? Да. Чуйка. Чуйка. Потому что она далеко не всем нравится. На то есть свои причины, если уж честно. Что тебя в ней цепляет? Неожиданный переход от, казалось бы, мужского такого начала, а потом такое девчачье перечисление всех парней, с кем она спала, где первым оказался ее отец. И, короче, Его... да. Да. Который вздернулся в тюрьме. В общем, такая необычная песня. Почему ты выбрал именно эту категорию, эту песню? Guilty Pleasure — это типа та песня, которую тебе она и нравится, но Я бы ты не ста- никогда не поставишь при Я бы не ком-то поставил особо, эту да. песню в Негневичах среди твоих родственников. А, Понимаешь? Хорошо, а тебе вообще нравятся странные треки? Вот как этот. Он довольно странноватый, давай так. Нет. Нет, то есть... Мне нравится понятная, популярная песня. Ну, самая странная песня моего детства, не знаю, это «Алюминиевые огурцы». Блин, классная песня. Она-то и не кажется почему-то странной. Она вполне По логическая, как прошествии будто. Да. 35 Не, лет, да. потом уже, да, но в детстве она казалась просто каким-то шедевральным произведением. Да. Я все время думала, что я до нее дорасту. Саша, что с лицом? я задумалась над тем, что удивительно, я даже слов не вслушивалась в слова. То есть, в принципе, я услышала какой-то кусок этой песни, даже текста не знаю, меня вызвало какое-то отвращение, потому что она действительно странная, хотя я буквально услышала пару слов. А там, оказывается, еще контекст какой-то глубокий был. Саня, там глубже некуда, я тебе скажу. Я честно говорю, я когда готовилась, я такая... Да ладно! И потом я в какой-то момент поблагодарила шоу за то, что я знакомлюсь с новыми категориями музыки и расширяю свой кругозор. Настолько далеко я, конечно, не планировала заходить, но если что, возьму контакт психолога у вашей кошки. Поехали дальше. Вить, да. Давай решимся на берегу, что мне не открыть вас Америку. Видел по телеку паники, маники, все бегут, может на перекур, чё это? Когда ты поставила свою guilty pleasure, я такая, ну, типа, окей, странно. А когда я смотрела Сашу, я такая, а я вообще не удивлена, что они семья. Я ни одного слова не запомнил из этого трека. Как и она, Не ты заметил? запомнил или не понял? Ну, понял, но не запомнил. Но, знаешь, типа, пролетело куда-то мимо. Я даже не знаю. Ну, такая муторная песня. Я не знаю, может быть, песня нашего расставания. Ты думаешь, ее настолько прибила? Я не знаю. Нет, хорошо, нет. Песня, с которой начинается твое утро. Бинго! Ура! Поэтому так спишь до 10 Она пытается не просыпаться, чтобы не слушать слышать. эту песню. На самом деле, мы когда жили раздельно еще, я с самого утра включала максимально жесткие треки. То есть не для того, чтобы проснуться, а просто, мне весело, о чем мне слушать какую-то спокойную музыку. Это вот начали с Витей жить, у нас появилась Алиса, и там, естественно, Алиса включила там спокойную музыку, и у нас утро начинается спокойно. А у меня хард-рок и пошла. А что для тебя вот тяжелая музыка, вот ты говоришь, я врубаю прям тяжелое это, наверное, какой-то слишком битовый, кочевый рэп. Например, фонк. Например, тот же рок, не в чистом виде, возможно, я бы рок, наверное, в чистом виде не слушала утром, потому что он больше для меня носит агрессивный характер чуть-чуть. Но какой-то вот вперемешку с каким-то классным тоже кочевым битом и с вкраплением хопа, тоже вот.
То есть Только за. насколько я понимаю, вот из твоих ответов, даже вот предыдущих, тебе вот нравится бит, вот вся Мне эта история, очень да. нравится бит. Я причем, я, наверное, какой-то фанатик бита, потому что я не могу слушать музыку вот в этих наушниках, которые плохо передают звук. И, наверное, я думаю, что это пошло откуда-то с детства, потому что у меня тоже папа фанат классного, крутого звука, и у нас всегда стоял домашний кинотеатр, вот эта вот, ну, система звука именно. Огромные колонки в каждом углу, причем на маленькое помещение их было столько, там по 12 штук на маленькую комнату. Мы настолько привыкли, ну, я, по крайней мере, настолько к этому привыкла, что, ну, мне сложно иногда бывает смотреть кино вот там, с ноутбука дома, потому что у меня фокус внимания пропадает, у меня через какое-то время мне становится неинтересно, а вот в кинотеатре я буду сидеть до конца, потому что там звук классный, картинка классная, и, ну, идти некуда, заниматься нечем. Я и на рекламу приду, потому что она у вас классно Нет, звучит. это вот Витя любит рекламу смотреть. Да? Да. Он так обижается, когда мы опаздываем и не попадаем на рекламу. 9 из 10 случаев мы не успеваем на трейлеры. Блин, ну, я тоже люблю трейлеры, если честно. Да, это прям... Хорошо, скажи, пожалуйста, я даже не буду спрашивать, наверное, нравится ли тебе смысл этой песни? Я так думаю, что не особо-то ты в него и вникала. Ну, там как бы есть смысл, ну, то есть я понимаю его, но он, опять же, посредственный Да. скорее. Мне нравится голос девушки, это Аника. Мне нравится, как там меняются настроения в самом треке. Мне, опять же, нравится музыка сама. Все замечательно, в слова я очень часто даже не вслушаюсь. Даже когда я слушаю там те же треки Моргенштерна того же, я не вслушиваюсь в то, что он говорит. Супер. Еще такой был вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты музыку, когда ты просыпаешься, врубаешь, ты хочешь скорее проснуться, чтобы вот этой энергией наполниться? Или наоборот такая, знаешь, типа, блин, еще полежать, еще кайфануть? Наверное, все-таки, чтобы задать настроение дню. Мгм. Когда-то давно я приняла для себя, что музыка очень сильно влияет на наше самочувствие и состояние. И при помощи музыки можно как ввести себя в состояние радости, так и погрузить в глубокое состояние, не знаю, какой-то тотальной грусти и уныния, и вообще спуститься ниже плинтуса. Поэтому стараюсь вообще в плохом настроении музыку грустно не слушать. Но вот в начале дня очень круто. Мне прям... Я очень быстро разгоняюсь, если я начинаю слушать именно вот такие качевые треки, бодрые, особенно если громко это получится сделать. То есть, если пробуждение раннее, там, конечно, не послушаешь громко из-за соседей, но у меня такого не бывает, поэтому... Мы выяснили, что ты в 10 Да. встаешь, да? Я уже все рассказал. Хорошо, передаем. Эстафету. Скорее, не пальмовую ветвь, но вот сейчас нас будем Так. угадывать. Я долго сидел в квартире, сутками убивая свой трафик. Только и делал, что познавал мир по Discovery National Geographic. Мне хотелось и там быть, и как обычно, проблема бабки. Я был Ну все, музыка дороги или приключения. Да как вы это делаете? А там текст такой, я Это пару слов очевидно, услышала, да. да. Там. Песня называется «Зеленый чемодан», конечно. Прикол в том, что я не знаю этот трек. Да? Да. О, прикольно. Я его впервые только что слышала. И ты сразу так, а почему вот захотелось отнести? Там слова, я уже не Чтобы по помню. дорогу было, да. Что это такое, да. У меня очень хорошо сработали ассоциации. Витя, чемодан, дорога. В принципе, да, такая вот. К дружбе не особо ее тут отнесешь. Не, слушай, 100% попадание. Красотка. Вить, Ля-ля-ля. насчет путешествий. Мне Саша рассказала такую крутую историю, что ты прошел вот этот паломнический путь. Скажи, пожалуйста, вообще, как это было? Как ты вообще на него решился? Я об этом пути мечтал лет 10. А это путь с Камино де Сантьяго. Я о нем впервые услышал, как и миллионы людей, из книги Паула Коэльо, которую я прочитал лет много назад. Я прочитал эту книгу где-то в 2006 году, примерно так, плюс-минус. И за год до этого мой товарищ Лёша Анушкин пошел по этому же пути, по португальскому. Мы с ним после этого встретились, и я решил тоже пойти. Безумно классный маршрут. 11 или 10 дней я шел, 270 километров. Вау. Всем советую. Скажи, пожалуйста, а ты его проходил один или это была все-таки какая-то компания? Крайне рекомендую его идти одиночку, потому что это маленькая жизнь. Ну, это как копия твоей жизни за короткий промежуток времени. То есть там очень много аллегорий к твоей жизни, к людям, которых ты встречаешь. Допустим, там, с кем-то ты дружишь там 5 лет,
да, и ваши пути расходятся. То же самое, вы можете пройти час с каким-то человеком, и ваши пути разошлись. Ты должен или же положиться на обум и приходить в альберг и по факту смотреть, есть ли места или нет. Высокий сезон у тебя так не получится, все занято будет. То есть должен заранее планировать свою жизнь. Рюкзак, с которым ты идешь, то же самое. Там, ты или же наполняешь его всякой херней и несешь как всю жизнь с собой свои какие-то мысли, или же, как у меня, полгаража всякого барахла от переездов, или же налегке. В общем, очень-очень интересный маршрут, и я в конце, конечно, плакал. Я в целом жутко сентиментальный, как и Саша. Поэтому маршрут классный, всем советую. И вот Анушкин Леша прошел этим летом, весной уже 800 километров или 850. И есть такой, тоже маршруты такие большие. Я хочу тоже на 900 замахнуться. Это прям вау, полтора Один или с месяца. Сашей? Это хороший вопрос, потому что мне пока нет на него ответа. Саша хотела Вот бы. я хотела спросить, да, Саша. Саша, наверное, хотела бы, но полтора месяца в таком темпе, это надо, конечно, уметь. Я знаю, что я очень капризная в некоторых ситуациях бываю. И иногда, в целом, Вите нужно свободное время. Я четко это понимаю. У него есть мечта. Поэтому, в принципе, мне это не сильно горит. Я знаю, что мне хотелось бы, конечно, но, опять же, если у нас будет стоять разговор о том, что там, Саш, я не хочу тормозить, я хочу быстро, активно идти, там, то все делать, 5-10, у нас не будет никакого отдыха, ну, конечно, я не пойду. Ну, зачем? Зачем мне мучить себя, зачем мне мучить его? И, ну, в целом, если он будет готов идти на какой-то компромисс, у него будет, например, настроение там в спокойном темпе, ритме и так далее, это пройти, то как бы, пожалуйста. То есть тут дело в моменте, в разговоре, когда уже начнется планирование этого пути. Но я не особо настаиваю прям В туда. конце концов, есть много разных маршрутов. Никто не запрещает проходить камина 2, 3, 7, 10, 20 раз. Я думаю, мы пройдем обязательно какой-то маршрут вместе. Ну что, Класс. двигаемся? Да? Да? Кайф. Будет... Нет. Ну вот. Ты не почувствовал? Я сейчас представляю себя в виде Джона Траволты с пальто на руке, типа... Нет, там текст был, но он такой... Ну, там почти его. Да я не знаю, ну что там... А ты не знаешь этот трек? Я первый раз слышу его вообще. Не, ну я не удивлена, на самом деле. Это Ну, не как бы у нас суперпопулярный. два варианта, на самом деле. Песня твоего расставания и песня дружбы и братства. Вот напишите, пожалуйста, в комментарии к выпуску, что бы вы выбрали. Потому что я понятия... Ну, она такая, знаете, меланхоличная, такая вот грустненькая, такая прям вот мотивы расставания какого-то, да? Нет? Ну, я не знаю. Ну, слушай, на самом деле, братство очень сомнительно под такую, мне кажется, музыку, если только не какие-нибудь Хари Кришна. Ну, не знаю, у кого-то свое братство там есть. Братство зеленого листа, не знаю, какое. Я же тебе говорю, Хари Кришна, все хорошо. Это эти ребята. Так, что выбираем? Поставишь мне потом какие-нибудь? Хорошо. Так это же песня расставания, зачем Так ты я такое что? слушаешь? Я нормально Да отношусь интересно, к этой интересно просто. песне уже. А кто сказал, что это наше с тобой расставание? Конечно, Витя, корону-то присними уже. Нет, этой песне уже очень много лет. И, наверное, вот когда был задан вопрос мне про расставание, у меня нет никакой конкретной песни про расставание. Но, опять же, возвращаемся к тому, что я не слушаю грустные треки, когда мне плохо. Ну, бывает, конечно, у меня тоже меланхоличное настроение, я человек, я, бывает, слушаю такие спокойные. Это мой там, плейлист грустной песни. может, где-то что-то пострадать, но это, как правило, очень быстро проходит. Но в целом это, наверное, единственный трек, который у меня, ну, не то что заикарился, но вот в воспоминаниях как расставание он у меня единственный. Потому что просто так сложились обстоятельства, что я под этот трек, когда собирала вещи уезжать из дома, ну, это случилось за вот, наверное, с вечера я уже приняла решение, что я буду уходить, и я собирала вещи под этот трек. И я пыталась себя каким-то образом хоть как-то взбодрить, что ли. Ну, вот. И я просто помню это настроение. Это вот это единственный трек, которым я могу ответить на этот вопрос. Все. Нашего расставания? Да нет. Ага. Давным-давно куда там от какого-то абьюзера уходила. И... Пожалуйста, лучше Угадайте мой знак зодиака по этим Весы. скрученным. Либо ты беременный. У тебя две полоски.
Сразу почему-то вспомнила песню «Джинсы порезаны лето, две полоски на кепке». Да, ребят, в Под комментариях дождем. напишите, что вы Что? думаете по этому По поводу. поводу 2 полосок. У нас есть два варианта. Либо он енот, либо он беременный. Окей, ну тогда, я думаю, здесь несложно угадать. Прикинь. У меня много вопросов. А почему? Не, ну, не то, что она какая-то там не такая классная песня очень даже, просто почему именно дружба и братство. Ну, просто здесь единственный вариант остался уже все. Мне нравится, что этот вопрос ты, надеюсь, Вите все-таки адресуешь, а не в целом в общество и в пространство. Не, видите, конечно. А ты не знаешь, вот у тебя нет предположений? За счет того, что я плохо знаю английский язык, то есть Это не вообще на не уровне с этим Тут связано. нет, разговорного. смотри, мы же Перевод я про не братство, знаю. про друзей. Ну, к тому, что я могла бы зайти со смысла трека, но я не знаю смысла трека, я не знаю дословно трек, я не знаю тем более его перевода. Ну, он какой-то сильный, что ли, возможно, мажорный. Где-то система такая, мы мажорные? Попытайся Не. немножечко в другую сторону уйти. Попытайся уйти к дружбе. Я же говорю, что он объединяющий, очень сильный, такой достаточно... Он не веселый, я пытаюсь слово подобрать, которым можно охарактеризовать этот трек. Но он дерзкий. Короче, ты считаешь, что этот трек, он такой просто напористый, он такой сильный, мощный, популярный, и Ну, поэтому в мог определенных объединять. кругах, в определенных кругах он популярный. Я даже уверена, что его не все знают. Было бы интересно узнать, вот все, кто смотрит этот выпуск, кто-нибудь знает вообще, что это за трек такой-то? Ну, сила какая-то есть. Наверное, поэтому можно его отнести к дружбе, потому что для меня дружба, в первую очередь, это сила. Сила людей. То есть не физическая сила, а сила духа. Вот эта мощь совместная каких-то определенных правил, Мгм. устоев, жизненных смыслов. Виктор. Вкладывал ли ты такой глубокий Я смысл только хотела под сказать. подбор Да. этой песни? Нет, вообще ты не туда попала. Эта песня связана с одним моментом, ярким в моей жизни, с моим одним из первых друзей в жизни. И был конкретный момент, когда мы ее слушали вот с конкретным другом. И поэтому она мне ассоциируется с дружбой. А расскажешь момент? Это был 2008 год. Мы с моим другом работали в детском лагере «Горизонт». Друга зовут Антон, кличка Гоблин. А, Да. так понятней. Да, я заведовал там спортивным залом, я работал тогда хореографом в Мгм. детском лагере. И спортзал, уже там вечер, прям, у меня, соответственно, колонки, музыка, все было подключено. И Антон пришел ко мне тогда в спортзал, и мы начали слушать вот эту музыку, причем была тотальная темнота. И вот чистый спортзал, там ничего не было, просто носились вот так вот по кругу. По этому спортзалу, там, не знаю, боялись столкнуться, как бы, ну, не сталкивались. И вот под эту музыку, которая орала на все колонки. Это было так ярко, так смешно до коликов. Ну, еще вот эти... Сама по себе музыка, она невероятно звучала в этом спортзале. Это было вау. И это мне запомнился этот момент на всю жизнь. Поэтому первая ассоциация, когда Даша спросила, когда готовились к этому выпуску «Песня дружбы», мне почему-то была эта песня. На самом деле, очень крутое воспоминание, которое ты рассказал, оно настолько вот до глубины. Просто я слушала, и я просто себе эту картинку визуализировала, как это было. Я думаю, блин, какой крутой слэм на двоих, на весь спортзал. Воу, просто море энергии, море кайфа. И, ну, вот такие, мне кажется, моменты, они очень остаются где-то в памяти, в душе. Учитывая то, что мы не общаемся уже с этим человеком. Поэтому это прям в памяти. Сейчас это не важно. Тогда было круто. Я скину ему ссылку с тайм-кодом на этот выпуск с этим моментом. Вот, мы соединяем сердца. Спасибо вам большое, что поделились, что рассказали о себе. Саш, узнала что-то новое о своем муже? Некоторые моменты были для меня удивлением даже, несмотря на то, что мы как бы живем вместе. Безусловно, это интересно узнавать своего родного уже человечка с такой стороны. Поэтому
Спасибо, во-первых, да, что и позвала нас, и спасибо, что организовала, и спасибо за вообще такой формат, за возможность, ну, вот нас посмотреть друг на друга с какой-то другой стороны, потому что вряд ли где-то бы мы вдвоем сели и начали бы разбирать наши музыкальные вкусы. Я такой ситуации не представляю, хотя было бы здорово, но пока не представляю. У меня просто был такой опыт в жизни. Я так помню. Да, типа, Ты когда я рассказывал. садилась, и типа, да, мы реально показывали друг другу треки, рассказывали, и все. И вот это было вот для меня это было очень ярким событием. То есть я как человек, который все-таки очень привязан к музыке, один из лучших вечеров в моей жизни, клянусь. Помнится мне, что ты рассказывала, что после одного разговора тебе достаточно было там 30 минут для того, Нет, это чтобы другое. понять... Нет, А, нет, ну я вот говорю, я поэтому нет. засмеялась. Там была грустная история. За мной ухаживал молодой человек, значит, пригласил к себе на ужин. И он такой, а я сейчас музычку на фоне врублю. И врубает просто, ну вот, почти точки G, только еще с шансоном. И я такая, да что ж со мной не так-то? Он говорит, ну ты можешь посмотреть в целом мой плейлист и можешь удалять все, что хочешь. А я думаю, тебя? Я могу удалить тебя. Витя, ты узнал о Саше что-нибудь новое? Конечно, есть парочка вопросов, которые я задам после эфира. Нет, конечно, нормальных, адекватных вопросов. А вообще разобрать музыку и плейлист, и ассоциации с песнями, это прям интересно будет вечер такой провести. Попробуйте. Вам понравится. Я вот тоже Саше объяснял когда-то, почему мне нравятся песни начала 2000-х, причем такие грустные, меланхоличные, медляки. Дело в том, что я был все детство очень стеснительным мальчиком. Прям очень стеснительным. Наверное, до 2006 года, пока не пошел на танцы. А все детство я провел в детском лагере в Горизонте. И, соответственно, в детском лагере для мальчиков и девочек. Что самое важное? Дискотеки. Точно, я просто не была в детских лагерях, простите. Да, и, соответственно, на дискотеках крутят медляки. И когда все прикольные мальчики и девочки танцуют, Витенька стоит в стороночке и смотрит на это все и завидует. А крутили в те начала 2000-х, мне 35, если что. Крутили как раз-таки демо, вирус, краски. Я-то понял лет 5-6 назад только, почему я это слушаю эти песни. Раньше не понимал. Думал, мне просто нравится рэп-музыка. Нет, конкретный период времени. Видишь, как оно складывается. Поэтому проведите такой совместный вечер. Я уверена, вы узнаете друг друга еще глубже и еще лучше. Так, женатики, последний вопрос. И самый важный. В чем Только не про сила? детей, В пожалуйста. чем сила? Я что, вот на Дудя похожа? Почему? Ну, он же- Вот так надо показывать. Нет. У нас немножечко другая категория. Песня вашей пары. Каждая пара выбирает свою песню. И в конце сезона, наверное, когда будет 10 выпусков, я буду готова выпустить плейлист. Так что О. Ого. го! Не, ну тогда тут даже Да, пускай выбирать не нужно. будем проще. Мачете. Не Мачете. расставайтесь. Я рада. Было? Спасибо. Было? Да не то, что было. Правда, очень понравилось. Мне нравится, что вы открытые. Мне нравится, что вы откровенные. Мне нравится, что вы так круто рассказываете о своих отношениях, и вы чувствуете, что вы реально ими гордитесь. Я хочу вам пожелать счастья. За вашу свадьбу я искренне рада. Спасибо. Поэтому давайте уже третью гулять. Чё? 2 отгуляли, третью давайте гулять. Да, третий на Через счастье. год, Хорошо, на годовщину. принято. Ты потом напомнишь, да? Я просто скину тебе выпуск, Ну, их вот этот кусочек. Тут все записано. Тут все записано. Монтажер, почикай потом. Это был хэллоуинский выпуск Behind the Notes. Спасибо за ваши просмотры, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши комментарии. Всех люблю и с праздником. Услышимся.